рад приветствовать на своем канале. Нахожусь я на ЖД вокзале, на Красноярском, на таком красивом. И сегодня мы с другом едем ему за автомобилем в город Омск. Едем за стареньким МАНом 97-го года. Приедем, посмотрим, в каком он техническом состоянии. Но хозяин сказал, что он проедет 1500 километров без всяких проблем. И мы это хотим проверить. Так что следите, будет много интересного, надеюсь. Такая у нас привокзальная площадь. Такой прекрасный вокзал. В 2004 году его заново построили, сделали вот такую красоту. Мариинск. Ага. Выехали с Красноярска, едем. Вот Степан, и мы едем за машиной. Короче, принесли нам завтраки такие. Я вытащил уже, кефирчик был. Это десерт, питьевое пюре. И также были блинчики еще с сыром, но я блинчики не ем. Такие прекрасные вагоны. Новый, абсолютно поезд. Еще, видите, пакетики целлофановые висят. Все четко, короче. Отличный вагон. Раньше таких вагонов не было, когда мы ездили. И даже окна не деревянные. Такие российские деревушки, где по 2-3 дома стоит. Никого в округе нет. С Красноярска до Омска ехать 23 часа. И вот мы наконец приехали. Ехали в Омск, в общем. Вот наш вагон, в котором мы ехали. Степан с большим чемоданом запчастей, запасных и ключей. Сейчас выдвигаемся к автомобилю. А это у нас Омский вокзал. Такого бирюзового цвета. Сколько я его помню, всегда таким был. Посмотрите, ребят, на какой технике нас забрали. Мерседес 124. Белый, со значком. В Омске такие погодные условия. Приехали на базу и сейчас будем смотреть. Вот такой автомобиль 97-го года. Сегодня мы его забираем. Я еще заеду попутно на тренировку к Гришевичику и засниму контентик. Поедем домой, буду снимать, как себя ведет автомобиль данной марки. Такой вот прицеп. Ранен, но не убит. Думаю, он еще послужит долгие годы. Немножко приложить усилий, и все будет отлично. Степ, пробегни еще маленько, не закроется дверь. Пойдет. Так бывает, когда одной головешкой катаешься. Вот на таком старичке попрем мы. Сейчас цепляем телегу, подписываем документы на тренировочку и вперед домой. Еще по обратной загрузке не знаю, будем грузиться, не будем, подумаем. Если будет груз, то заберем, чтобы ехать не пустым. Маленечко заработать. Это, короче, наши вещи. Степен чемодан. Не знаю, куда он его будет сувать. Наверное, на нем и поедет. Ну и моя сумочка и сапоги на всякий случай взял теплые. Такой агрегат. Заезжаем, заправляемся, тренируемся и выезжаем. Едем. Как первое впечатление? Первое впечатление, что этот автомобиль достоин своей цены. Степан, скажи, ты доволен? Я доволен приобретением. Достойный автомобиль. Думаешь, побегает, да, еще? 100%. Да, автомобиль приобретался для езды по городу, на перемещение. Я думаю, в принципе, это не смутит никого. Машина старенькая, поэтому главное доехать до дома. Сейчас вот мы по Омску едем в тренажерный зал к Гриши. Степан проверяет разбойчивые узлы.
Сходили, потренировались, очень вышли щуку. И сейчас кушаем здесь шашлычок. И уезжаем из этого города прекрасного. Благо, что в воскресенье пробок нет. Все четко, выскочим. Едем на выезде из Омска. Стекла подзатягивает, на улице градусов 22-20, где-то так. Сильно холодно. Степан уже магнитолку сделал, только колонки не подключил. Пока выезжаем, все нормально, все хорошо. Все, тут мы уже выходим на федеральную трассу направо. И по прямой до Новосибирска сегодня в планах идти. Выехали на федеральную трассу с Омска. Вот, Степ, покажи, какая красота, какие деревья заснежены. Настоящая сибирская зима. В общем, будем 700 километров мы ехать по прямой дороге до Новосибирска. Сегодня в планах дойти до Новосибирска. Время 4 час. И там переночуем. Завтра уже встанем по утру и с Новосибирска поедем. А чем я занимаюсь в свободное время, это я протираю стеклышки. Точнее, не протираю, а чищу. Чтобы хоть немного мне было видно в зеркало заднего вида. Потому что стекла потеют, обшивки нет. Здесь должна стоять обшивка. И воздух должен горячий. Стекло немного проветривать, чтобы оно не замерзало. Ну, деваться некуда. Есть карточка ленты у нас, которой я протираю. Едем дальше. Поднимаем кабину. Остановились сделать фен. Фен в салоне не дует. Что-то прихватило где-то водичкой, что ли. Вот эту трубку прочищали, вода была с бака. А сейчас соляру ручьем потекла под машиной. Лужа целая капает. Сейчас будем смотреть, в чем проблема. Не успели с Омска выехать, что отъехали сотку, может быть, максимум. Стоим на Газпроме напротив. Она должна в полосу качаться, ценить Декстрона, надо греть его тоже, позамерз подъемник. А я еще спросил у человека, говорю, братишка, мы доедем до Красноярска. Он говорит, до 10 раз вы доедете до Красноярска, съездите. Вот, доехали, уже приехали. Короче, Степу отправил я за Декстроном. Сейчас будем пробовать Декстрон заливать, подливать, откручивать трубки с самого цилиндра, прокачивать это масло старое, выгонять, загонять новое. Нам необходимо поднять кабину, потому что солярка ручьем льется. Так невозможно ехать. И по совместительству будем пробовать фен запускать, потому что в кабине холодно, на улице 25. И, короче, нигде не погреться, не согреться. Но мы не унываем. Продолжаем заниматься, пока еще светло. Открутил трубку. Вот такая вот чача льется, уже вместо Декстрона. Должен Декстрон красный залит быть. Ну, обязательно красный, но Декстрон должен быть. Да, пустая. Все, стоим. Уже часов 5, наверное. Кабину нифига поднять не можем. Кое-как приподняли чуть-чуть там домкратом. Задомкратили. В общем, мучаемся. Оборвала трубку на обратке топливной аппаратуры. Ну, туда не видно будет. В общем, там под кабиной. Сейчас шлангом соединяем. Кое-как подлазим, сами видите. Места для того, чтобы пролезть, очень мало. В общем, пока стоим. Стоим, кайфуем. Я, как всегда, сосульками оброс. Не погреться, фена нету. Ну ничего, сейчас маленечко еще заведем. Кабинку опустим, да попрем. Все нормально будет, не переживайте. Бывает что. Честно говоря, не люблю ездить на своей машине. Одного нету, другого нету. Человек сказал нам, вот все с машиной, там все у вас. Все будет в машине, ни хрена найти не можем. Ни одного, ни другого. Сейчас пошел, мужичок ехал в сторону Москвы. Хомутик взял у него. Сейчас еще немного, надеюсь. Степа там залез, он поменьше, крутит, а я стою, кайфую. Хожу, греюсь. Сапожки одел,
до минус 60. А то в кроссовочках-то в летних, ого-го, прохладненько. Ну все, сделали, завели, двигаем дальше. Всем доброго утра. До Новосибирска еще 100 километров. После вчерашнего ремонта выехали. У нас вот проблема, пол кулисы. Должна кулиса такая быть, отломилась. Она была отломана, но я еще не доломал. Что иначе никак пользоваться и невозможно было. Трубки заглушили, сейчас мерителя нет, только 8 передач вместо 16. Стекло также до сих пор и не отпотело у меня. Мы же выехали вчера. В кабине дубак, на улицу дубак, холодно. Уже сил терпеть не было. В общем, маленько тут сообразили со Степой. Достали в прицепе шланг, был тоненький, напрямую на фен с насоса кинули. Сразу же прокачали, закачали, все, фен заработал. Фен дует в пассажирские ноги. Там в Степе жара, все хорошо, но у меня, конечно, ноги подмерзали и подмерзают до сих пор. И в кабине стало намного теплее, нежели было вчера. Сейчас плюс 10, вчера было 0. Сейчас заехали, позавтракали, едем дальше, до Красноярска еще 900. Поэтому не отключайтесь. А мне чего-то в этой жизни не везет. А мне чего-то в этой жизни не хватает. Но спасибо вам, что мы сегодня вместе. Но спасибо вам, что молоды душой. Светит лучик счастья в горе и ненастье. Лучик жизни хоть и небольшой. Новосибирск. Заехали, сразу гаишники нас хлопнули на трешечку. Тахографа нет, я говорю, объясняю, ну, мужики, машину только купили, еще ничего не ставили, не оформляли. Они говорят, ну, нас это не касается. Я говорю, сутки промучились, ремонтировались. Они говорят, ну, это ваши проблемы. Короче, трешку выписали, никак не вошли в положение. Но что поделать, закон есть закон. Поэтому приедем, оплатим, ничего страшного. Как говорится, красота требует жертв. Заработаем, отработаем, все нормально будет. Сейчас заедем в кафешечку в хорошую, в Болотном, покушаем, попрем дальше. Покушали мы в Юрге. Погодка солнечная, настроение хорошее. Степа даже куртку не одевает. Вот такой вот 30-летний грузовичок, почти 30 лет уже, 97-го года тягач и прицеп 95-го года. Такой вот потрепанный, но еще побегает. Кстати, вот та трубка, про которую я говорил, мы отсоединили старую, зацепили новую и кинули на пока напрямую. В город приедем, пацаны все исправят. Сижу, руль перематываю, потому что старая изолента отваливается и рука начинает липнуть. Я вообще на самом деле не понимаю, как можно на межгород было ездить с таким рулем. Ну это, блин, это стыдно. На каждом углу их перетягивать 1000 рублей стоит. Степа говорит, приеду, в первую очередь, говорит, руль перетяну, чтобы его водители ездили и кайфовали от езды. А пока так, все, поехали. В таких условиях делают дороги. Кемеровские горочки, Кемерово прошли. Сейчас тут километров 80 подъемы, спуски, повороты. До Мариинска 109 километров. От Мариинска до Красноярска еще 350. Вчера, видимо, снег здесь шел, слякоть. Снега дофига, конечно, здесь. А здесь постоянно снег идет. Нигде нет здесь всегда снег. Заехали в Мариинск. Именитое кафе у Ксюши. Здесь очень вкусные пельмени и вкусные оладьи.
слушаем. До дома еще 350 километров. И мы надеемся, что все будет хорошо, и мы сегодня доберемся. Руки черные, не смотрите, они уже не отмываются. Обычным мылом нужно их мыть порошком и ходкой оттирать. Все, расскажи, ты же первый раз, да, на фуре в рейсе? Да, первый. Это владелец красноярский бизнесмен фур, но на фуре он первый раз едет. И скажи, как вот по трудностям, ну, с которыми мы столкнулись, к примеру, тяжело это, не тяжело, но вообще так морально. Это очень тяжело, на самом деле, не сравниться с работой в городе транспорта, потому что те опасности, которые могут случиться в дороге, их нельзя не предугадать и застраховаться от всех. Поэтому... Все, скажи, что еще женщины должны понимать, водителей дальнобойщиков, что они устают. Да, я скажу, что вот я сижу на пассажирском сиденье хоть, но я переживаю настолько много, что мне кажется, я пару килограмм скину за этот рейс. Хоть и питаемся, но в принципе прекрасно. Ну что, мужики, добрались до родного города Красноярска с Божьей помощью. Поломки были, и даже не одна. Вы все видели своими глазами. Что у нас, в общем, получилось? Получилось, вчера мы с Омска выехали в 3 часа, где-то в 5 часов мы сломались, когда трубка побежала у нас с дизельным топливом. До 11 мы ремонтировались и поехали дальше. Ехали мы ориентировочно часов до 4, далее до 8 мы спали, в 8 утра мы выехали, 100 километров не доезжая до Новосибирска, до дома оставалось 900. Вот, мы за сегодняшний день преодолели это расстояние. Сейчас время у нас 1 час ночи. В общем, за сутки с небольшим мы доехали. Все хорошо. Машинку сейчас ставим на стоянку и едем домой отдыхать. Вам спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь. И дальше будем снимать контент, чтобы вам было интересно.